После небольшого дождя лесной воздух был чист и невероятно свеж. Герман отошел от машины и пошел назад, вдоль по обочине, смотря по сторонам. Вокруг все еще было очень темно, и пришлось включить фонарь. Яркий свет освещал мокрую землю, устланную миллионами опавших листьев. Герман шел по ним, словно шагая по грязной, шуршащей реке. В лесу было очень тихо, пугающе тихо. Тишина пробиралась в мозг и пульсировала в такт биения сердца. Единственным источником звуков являлся сам Герман. Любой звук, вызванный шорохом листьев или неосторожным попаданием ногой в лужу, казалось, был усилен в сотни раз. Из-за этого Герман чувствовал себя очень уязвимым. Он стал часто оглядываться по сторонам, словно чувствуя, что за ним кто-то следит. В руках Герман все еще нес канистру. Отойдя от машины на приличное расстояние, он остановился и присел на корточки. Он открутил крышку канистры. Его все еще мучили странные сомнения насчет ее содержимого. Он вылил остатки жидкости, находящейся на самом дне канистры, на дорогу. По дороге медленно расплылось небольшое бордовое пятно. Герман в испуге отшатнулся в сторону. Это была кровь. «Водитель фуры дал мне канистру, полностью наполненную кровью?» — подумал Герман. «Этого не может быть. Я собственными глазами видел, как из нее выливалась черная жидкость, когда заполнял бак. И ведь машина ехала какое-то время на крови». Его рассуждение резко прервалось. Он уловил странный звук умопомрачительной амплитуды, воспринимаемый на уровне костного мозга. Звук исходил со стороны колючих зарослей, находившихся в 10 метрах от него. Германа охватила паника. Трясущимися руками он достал нож, поднялся на ноги, направил свет фонаря на заросли и стал медленно подходить к ним. Шаг за шагом его сердце бешено колотилось, а кровь стучала в висках. Когда Герман подошел настолько близко, что можно было разглядеть даже маленькие колючки на ветках, он увидел два огненно-красных глаза, смотрящих на него из зарослей. Они светились в темноте, как маленькие прожектора. Герман испуганно застыл, смотря прямо в эти глаза, как олень смотрит на яркий свет фар, едущей на него машины. Их свет завораживал и притягивал к себе. Фонарь выпал из его слабых дрожащих рук. Герман не мог и пошевелиться, все тело оцепенело. Внезапно голову Германа посетила очень здравая мысль — бежать. Нервно сглотнув, собрав всю свою волю в кулак, он отошел от зарослей на несколько шагов назад и пустился бежать обратно к машине. Он бежал, не оглядываясь, задыхаясь, не то от усталости, не то от страха. До его ушей доносился звук разлетающихся во все стороны веток. Обладатель красных глаз выпрыгнул из своего логова и с бешеной скоростью погнался вслед за Германом. Герман не удержался и, не останавливаясь, обернулся. За ним гналось нечто. Огромное животное с пастью, усеянной рядами острых зубов, прыжками приближалось к нему. Оно сильно походило на крупного волка с сильными лапами и длинными острыми когтями. И оно догоняло Германа. Приближалось все ближе и ближе. До машины, в которой находилась благополучно спящая Кет, оставалось всего несколько метров. За спиной слышались прерывистое дыхание и скрежет когтей о землю. Герман добежал до машины и оглянулся. Животное было близко. Он стал громко стучать рукой по двери. «Опять твои тупые шуточки», — пробурчала Кэтрин сквозь сон, не открывая глаз, услышав множественные удары по машине. Животное почти настигло Германа. Мужчина задохнулся от беззвучного крика и забарабанил по машине с новой силой. «Я же сказала, стучать 3 раза!» — снова буркнула Кэтрин, переворачиваясь на другой бок. Герман сделал последние 3 удара. Прыжок. Животное всей массой налетело на выставленный вперед ножик и повалило Германа на землю, вцепившись в него когтями и раздирая кожу. Герман пытался закричать, но у него удавался только слабый хрип.
«Наконец-то ты сделал так, как я просила», — сказала Кэтрин, когда услышала заветные 3 удара и странный шорох снаружи. Она открыла глаза и поднялась с заднего сиденья. Открыв дверцу, она выглянула из салона. Германа не было. Собравшись с духом, Кэтрин решила выйти из машины. Она испуганно посмотрела по сторонам. Вокруг никого не было. «Герман!» — крикнула она во весь голос, но ей отозвалось лишь эхо, а потом вновь обрушилась тишина. Она несколько раз обошла машину и даже заглянула под нее. Ничего. «Не смешно, выходи!» — отчаянно закричала Кэтрин. Девушку трясло от страха. Ей начало казаться, что она осталась совершенно одна в этом огромном лесу. Кэтрин облокотилась на капот машины и посмотрела на свое отражение в мокром лобовом стекле. В нем она увидела уже не ту жизнерадостную Кэтрин с приятными чертами лица и красиво уложенной прической. Из отражения на нее смотрела уставшая женщина с бледным, изможденным лицом и грязными потрепанными волосами. Она сложила перед собой руки и положила на них голову. Она не плакала. Силы покинули ее, а отчаяние с каждой секундой все больше нарастало. Она не представляла, что ей делать дальше. Хотелось упасть в объятия мягкой кровати, уткнувшись носом в подушку, и заснуть. И так проспать всю ночь и весь следующий день. Кэтрин почувствовала, что на ее голову что-то капнуло. Что-то теплое, не похожее на холодные капли дождя. Затем капнуло еще раз, а потом еще и еще. Кэтрин подняла голову и посмотрела вверх. Увиденное повергло ее в шок, зрачки от ужаса расширились. Та жидкость, что капала ей на голову, была кровью, капли которой падали с высоты около 10 метров. Это была кровь ее мужа. Его изуродованное тело было насажено на острый сук, торчащий из ствола дерева, под которым стояла машина. В следующее мгновение ноги обессиленной девушки подкосились, и она, не устояв на месте, упала прямо на грязную дорогу. Она закрыла глаза и погрузилась в сон. «Идите за мной, вы должны это видеть». Кэтрин показалось, что этот незнакомый голос раздался где-то у нее в голове. Но затем она открыла глаза и увидела перед собой неизвестно откуда взявшегося толстого человека в грязной одежде. Он расхаживал из стороны в сторону, судорожно жестикулируя и что-то бормоча себе под нос. Если бы только Кэтрин знала, что перед ней находится тот самый водитель фуры, что не так давно дал Герману канистру с бензином. «Вставайте!» Незнакомец поднял Кэтрин с земли и поволок за собой в сторону леса. Она слабо понимала, что происходит вокруг, поэтому без особых колебаний пошла за незнакомым мужчиной. Сейчас ей было все равно, что с ней произойдет. Мужчина протащил Кэтрин за собой через полосу деревьев и вывел на открытое место в лесу, сильно напоминающее ту самую равнину, на которой она повстречалась с лесником. Он остановился, повернулся лицом к девушке и зло улыбнулся. «Тебе нравится запах крови?» — шепотом произнес он, но его голос был отчетливо слышен. Кэтрин отрицательно помахала головой. Это получилось у нее инстинктивно, поскольку она все еще пребывала в шоковом состоянии. Она отрешенно смотрела сквозь него, совершенно не ощущая реальность. «Как жаль», — с издевкой сказал мужчина, продвинувшись вперед. И тут она внимательно посмотрела на человека, стоящего напротив. Его одежда была заляпана густыми пятнами крови. На груди через порванную одежду виднелся глубокий порез. Взгляд Кэтрин опустился чуть ниже и наткнулся на нож, который мужчина сжимал в руке. Это был нож Германа, который он взял с собой перед выходом из машины. «Кто ты?» — спросила Кэтрин. Ответом ей была дьявольская улыбка. «Скоро тебя это не будет волновать», — сказал незнакомец, показывая острые клыки, торчащие из его рта. Он сделал большой шаг вперед, приблизившись к Кэтрин почти вплотную. Она зажмурилась, готовясь к самому худшему исходу. Девушка почуяла его зловонное дыхание и поежилась.
Она хотела броситься бежать, но не могла. Что-то невиданное сдерживало ее, словно преграда. Раздался звук выстрела. Кэтрин вскрикнула и открыла глаза. Незнакомец бездыханно лежал на земле. Его голову насквозь пронзила пуля, выпущенная из ружья вовремя подоспевшего лесника. Лесник подошел ближе и укоризненно посмотрел на Кэтрин. Она все поняла без слов. «Спасибо», — благодарно прошептала она и кинулась бежать обратно к машине. Дорогу уже освещало солнце, недавно показавшееся из-за горизонта. Кэтрин села в машину. «Раннее солнце выведет вас отсюда», — зачем-то повторила она слова лесника и завела двигатель. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссий в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив.